Всем привет! Сегодня хочу показать вам свою самоделку. Сразу для тех, кто не в курсе, что это такое, объясню. Это руль с силовой обратной связью для компьютерных автосимуляторов. Точнее, не сам руль, а его база. Сам руль я покажу чуть-чуть позже. За исключением управляющей электроники, это устройство я спроектировал, изготовил и собрал самостоятельно. Что же меня привело к решению изготовить данное устройство? Я очень люблю автосимуляторы и продолжительное время пользовался рулем Logitech G27. Сразу оговорюсь, за свои деньги устройство очень хорошее. Но к хорошему, как известно, очень быстро привыкаешь и начинаешь хотеть еще больше. И чем больше я погружался в такие симуляторы, как Assetto Corsa, iRacing, R-Factor 2, тем меньше меня устраивал мой G27. В первую очередь это касается, конечно же, качества обратной связи и ее силы. Многие не любят мощный фидбэк, убавляют его практически до нуля. Дело хозяйское, кому как нравится. Моя же позиция на этот счет простая. Фидбэк имеет право быть достаточно слабым там, где почти нет эффекта. Но там, где руль должно вырвать из рук, его должно вырвать из рук. Тут все, по-моему, просто. Естественно, G27 этого обеспечить не мог. И я решил, что мне просто необходимо не то, чтобы невероятно мощная, но более выразительная и детализированная обратная связь. К таким заключениям, наверное, приходят многие владельцы линейки бюджетных рулей. Поэтому люди и переходят на более продвинутые, мощные девайсы. И для меня это было бы тоже логичным решением купить сразу что-нибудь из продукции топовых производителей, чем тратить время, деньги и силы на изготовление какой-то самоделки. Но мне по-настоящему нравится проектирование, разработка и производство. Я этим живу, я этим вдохновляюсь, и, к счастью, это моя профессия. И я сам себе бросил вызов. После того, как начал разработку и прикинул, что вроде как все должно работать так, как я хочу, я просто продал свой Logitech и тем самым вообще не оставил себе выбора. Потому что автосимуляторы я очень люблю, и мне надо чем-то было рулить, и желательно не абы чем. Ну и вот результат моей работы перед вами. Этот проект построен на основе универсальной платы STM32 с прошивкой MOS FFB. Данную схему контроллера с обратной связью разработали наши коллеги-энтузиасты еще в 2014 году, и опубликована она на немецком форуме, ссылку на который я оставлю в описании. Те, кто уже задумывался вопросом постройки собственного руля с обратной связью, наверняка знают про существование данной схемы, а также про то, что подобное устройство можно собрать на основе универсальной платы Arduino с соответствующим программным обеспечением. Для себя же я выбрал именно STM32, однако кроме управляющей платы остальные компоненты электроники и механики и в том и другом случае можно использовать те же. Что же это за компоненты? Начать, наверное, нужно с того компонента, с помощью которого симулятор понимает, на какой угол повернут руль устройства. Это роторный энкодер, который установлен непосредственно на вал рулевого колеса. Я использовал китайскую копию Omron. У этой модели достаточно высокое разрешение, а также предусмотрен индекс, который используется для того, чтобы можно было программно задать центральное положение рулевого колеса и чтобы при каждом включении база калибровалась самостоятельно. Если бы я использовал энкодер без индекса, то при каждом включении мне пришлось бы задавать центральное положение руля вручную, что не очень удобно. Перед тем, как поговорить про двигатель, расскажу про его управление, которое поручено драйверу BTS7960. По команде управляющей платы он регулирует скорость и продолжительность вращения двигателя для передачи соответствующих эффектов. Долго на нем останавливаться не будем, достаточно того, что этот драйвер достаточно мощный и не очень дорогой. Кратковременно он может держать ток до 40-43 ампер. В моем случае этого достаточно, так как я не собираюсь использовать источник питания с током выше 20 ампер. Далее, конечно же, самое главное – это двигатель, с помощью которого и реализуется обратная связь. У меня было аж целых два таких мотора, и достались они мне совершенно бесплатно в состоянии новых. Поэтому я решил попробовать использовать один из них. Это так называемый щеточный сервомотор, и вот здесь у него была такая настройка с энкодером, которую я просто отрезал за ненадобностью, по сути превратив этот двигатель в обычный коллекторный. По характеристикам, рекомендуемое напряжение питания для него 24 вольта. Скорость вращения без нагрузки составляет почти 1000 оборотов в минуту, а сопротивление обмотки 0,2 Ом. Уже сейчас я могу точно сказать, что я нигде не просчитался, этот мотор хорошо подходит для моих целей. Однако для тех, кто хочет построить что-то подобное, скажу, что в использовании больших моторов есть много нюансов. Подробнее о них я расскажу в другом видео. Сейчас пока что совет. Рассчитывайте использовать один или два относительно небольших и более дешевых двигателя. Соответственно, передаточное число механизмов в таком случае должно быть более коротким. О передаточном механизме. Я использую ременную передачу типа HTD3M, в которой один ремень и два шкива. Ведущий шкив установлен на валу двигателя и имеет 22 зуба,
А ведомая шестерня, установленная на оси рулевого колеса, имеет 72 зуба. В моем случае передаточное число составляет 1 к 3,2. И, как выяснилось в ходе тестирования, мне такое отношение очень подходит. В случае использования двигателей поменьше следует рассчитывать на 2 ремня и передаточное отношение около 1 к 7, 1 к 10. К слову, в Logitech 27 используется 2 маленьких моторчика 540 типа и передаточное отношение что-то около 1 к 16. Ну и управляет всем этим набором упомянутая ранее универсальная плата, полное название которой STM32F407VET6. Можно использовать и другие платы типа STM32, но надо иметь в виду, что не все из них корректно работают с данной прошивкой. Остальная механическая часть Dural и AMG. Было много токарных и фрезерных работ, в результате которых конструкция получилась как хороший танк. Тяжелая, надежная и очень ремонтопригодная. Ломаться тут, как видите, попросту нечему. Ко всему прочему, я изготовил вот такие струбцы на крепление базы к столу. Мне они не особо нужны, так как у меня есть кокпит и база крепится к нему. Но для полноты комплекта я все же решил их сделать. Изготовлены они из листового металла толщиной 3 мм и окрашены полимерным покрытием цвета антрацит. Что касается подключения устройства. На задней панели я предусмотрел вывод провода USB, разъем питания 2,5 на 5,5 и 2 разъема RJ12. Один из этих разъемов предназначен для подключения моих 3 педалей, а второй для подключения подрулевых лепестков и кнопок на руле. К слову, педали я разработал и изготовил также самостоятельно. Прошел уже почти год, и после множества доработок сейчас я уже заканчиваю тестирование своих педалей, но про них не сейчас. Это все я скоро покажу в отдельном видео. Что же касается разъемов, то уже сейчас я думаю, что неплохо было бы предусмотреть возможность подключения механической коробки передач и ручного тормоза. По большому счету это не проблема, нужно всего лишь переделать заднюю панель и установить 2 дополнительных разъема. О лепестках переключения передач. В общем, ничего особенного, корпус и рычаг переключателя выполнен из листового АБС пластика, а сама накладка выполнена из сплава AMG. Форма, как сейчас мне кажется, спорная. Выглядит вроде бы и ничего, но скорее всего я буду их переделывать на более компактные, такие прямоугольные накладки. В корпусе лепестка установлен рычажковый микропереключатель в качестве кнопки, который как раз отвечает за переключение передач. А возвратный механизм построен на 2 мощных неодимовых магнитах. То есть внутри переключателя нет никаких пружин. Когда нажимаешь на переключатель, то магниты с усилием отрываются друг от друга, а когда ослабляем давление на рычаг, магниты притягиваются обратно. В результате это дает четкое, приятное, а что самое главное, безошибочное переключение. Вот такой краткий обзор получился. Кто вдруг хочет более подробно ознакомиться с процессом разработки и сборки моей базы, можете переходить по ссылке, которую я оставлю в описании. Там достаточно много фотографий, технической информации, немножко обсуждений. А в следующем видео я покажу рулевое колесо, которое я также сделал самостоятельно. Мы немножко покатаемся, я проведу пару тестов, покажу устройство в работе. Ну а на сегодня все. Всем пока.